Ребят, всем здравствуйте! Сегодня вместе с вами я хочу совершить посадку трех вот этих орхидей, которые у меня с последнего прихода. Посадка, с одной стороны, будет обычная, но с другой стороны необычная. А все потому, что именно от таких посадок я отошла. Ну, не точнее от посадок, так скажем, адаптации орхидей. Я ранее орхидеи любые, что голландские, но в основе у меня раньше, конечно, были голландские, азиатские орхидеи, это уже на данный момент. И голландские орхидеи я присаживала сразу. И также со временем пришла к тому, что гибнут. Их лучше пересаживать, когда они в активном и растущем развитии. Но азиатские орхидеи я сейчас также пересаживаю ровно тогда, когда они уже пришли ко мне домой, адаптировались, то есть нарастили новые корешочки, и потом я их начинаю пересаживать. Сейчас я хочу опять же попробовать и поэкспериментировать для себя, посмотреть, как именно азиатские орхидеи будут относиться к пересадке. 6 дней назад они ко мне пришли. И я, конечно, не стараюсь в день доставки, либо вы тоже, когда получаете орхидеи почтой, прям в этот же день их сразу пересаживать. Нет, конечно же, это будет крайне опасно, потому что они, мало того, что для них дорога стресс, плюс пересадка это вновь стресс. И получив такой огромный стресс, орхидеи могут просто-напросто начать гибнуть. А они простояли уже 6 дней, то есть они более-менее привыкли к климату моей квартиры. У каждого, конечно, свое. И в одной группе я говорю о том, что я пересаживаю только лишь адаптированные орхидеи. Некоторые говорят, что они пересаживают их, практически сразу, там, не знаю, на третий, на какой, на четвертый день. Ладно, я решила попробовать для себя и понять, как именно азиатская орхидея перенесет пересадку, не адаптированно к моим домашним условиям. Вот они лежат, 3 орхидейки. С вами мы будем пересаживать одну, но по итогу я их пересажу все и покажу, что получилось. Так, давайте вот эти вот 2 орхидеи я заказала специально для себя. Вот это сорт Cinnabon, она у меня была, я ее себе оставила, опять же, в качестве наследства лишь только потому, что у нее была полная корневая гниль. В итоге орхидея не справилась, и она полностью погибла. То есть погибает. Сейчас я вам ее покажу. Вот эта орхидейка этого же сорта. И видите, ситуация у нее вообще полная была корневая гниль. Осталось, конечно, у нее вот этих вот 2 листика, но толку от них я не знаю, будет или нет. Корни полностью догнили. И поэтому, чтобы мне совсем не потерять этот сорт, я решила, что я закажу себе еще одну. И вдруг это мне поможет. И, так скажем, будет она жить у меня. Вот эту орхидейку я заказала лишь только потому, что она мне нравится. Этот сорт ее очень красивый. Вот, могу вам ее показать. Стоит рядышком. Точно такая же орхидейка, точно такого же сорта. Это еще с 8 марта. Получается, что моя подруга сейчас на момент ремонта оставила ее у меня. Ей муж подарил, у меня купил, и назад они мне ее принесли и сказали за ней поухаживать. Вот, посмотрите. Казалось бы, обычная, желтая, ничего примечательного в ней нет. Ребят, а вот эти вот 2 цветочка она их себе дорастила, сорт, который любит доращивать цветочки. Не стала их обрезать, пусть, думаю, стоит. Чем мне понравилась эта орхидейка? Обычная, простая. Она не выцветает. Она как есть яркая, она так и остается яркой. Здесь ее поставщик назвал как Sunny Bunny, но есть именно голландская орхидея, насколько я помню, Good Time. Что-то связано с словом Time. И вот она вот прям похожа на нее, но она, когда ранее ко мне приходила и стояла у меня, выцветала. Мне такие орхидеи не нравятся. Даже вот есть орхидея сорта попугая. Он тоже у меня ранее был, но он выцветает. Мне это не понравилось, и я эту орхидейку продала.
Поэтому я просто-напросто решила такой сорт себе оставить. С 8 марта она прекрасно здесь адаптируется, сидит, растет, наращивает новые корешочки и ждет, когда ее хозяйка заберет. И вот еще одна орхидея, которая, ну так скажем, мне досталась в наследство. Такая орхидея у меня в коллекции есть. Зацветает уже, скоро будет зацветать. Но, опять же, видите, по причине того, что это сорт амазонка, вот так должна будет цвести, я ее продавать не стала. Посмотрите, она вот так болтается здесь, и вот прямо сейчас мы ее достанем и посмотрим вообще за счет чего она там держится. И, конечно, совести не хватает вот такую вот орхидею продать. Но думаю, ладно, даже если я ее себе оставлю, даже если она у меня приживется, у меня будет просто две таких орхидейки. И тоже вот когда эти орхидейки приходят ко мне, они уже, вот видите, корешочек, который прорастает активно, в активном росте. Вот тоже корешочек активный. И вот у этих орхидеек также есть корешочки, которые в активном росте. Можно сказать, что они, ну, такие наполовину адаптированы. Посмотрим, как они приживутся, если мы их сразу, ну, даже в течение недели пересадим в новый грунт. Давайте эти две орхидеи здесь, ну, ничего примечательного нет, просто хорошие, просто вот такие вот орхидейки, которые я пересажу вне камеры. А именно с вами будем пересаживать амазонку, потому что хочу показать вам, сама пока еще тоже не знаю, что же там с орхидеей, почему она так сильно болтается, почему она за счет чего не держится. Как мы видим, орхидея, она полностью сухая. Грунт у нее сухой, корневая сухая. Такие орхидейки я вот прям полностью замачиваю на все 100%. Если это был бы обычный полив, то ни в коем случае мне нельзя так делать. Иначе будет перелив, и весь этот маховой ком может в будущем плохо просыхать, и гниет корневая система. И, ребят, любые орхидеи, что азиатские, что голландские, я всегда стараюсь пересаживать именно на мокрый грунт, потому что сухой мох, да вы его просто не отдерете. И если начнете отдирать от корня, то опять же нарушается веломен и портится весь корень. И то же самое с голландскими. Их даже потом голландские из горшочка политые намного проще доставать, нежели сухие. Поэтому также рекомендую вам обязательно хорошенько перед посадкой орхидеи поливать. Вот так, стопроцентно ее погрузив. Теперь немного подожду, когда мох уже внутри напитается. И будем освобождать орхидею от этого мохового кома. И как вы видите, я всегда палец держу у ствола, потому что она у меня все время падает. Ну что ж, орхидейка теперь напилась. И аккуратненько мне ее нужно отсюда вызволить, не повредив корневую систему. Ищем, конечно, где у нее малое количество, либо корней нет. И вот так, оттягивая вот данный горшок, так скажем, аккуратно отстригаем, чтобы не повредить корешочки. И вот так аккуратненько подлажу. И в этом месте можно просто разорвать. Все. Стаканчик убираем. И, конечно же, освобождаем орхидею от мха. Видите, буквально за считанную, ну, может быть, даже минуту-две, мох ее полностью увлажнился. И если вы будете вот так же вот орхидею поливать дома, представляете, какое количество времени необходимо для того, чтобы весь этот мох, он просох. Ну все, ребят, корневую систему я орхидейки освободила. Вот такая хорошая, прекрасная корневая система у нее. Можно сказать, практически гнилых корней нет. И вот эта вот огромная куча, прям вот куча мха. Я все время поражаюсь, для чего ложат столько мха. Мне непонятно. Ну да ладно, бог с ними. Будем работать с тем, что есть. И, ребят, тут прям сразу же я смотрю, почему вот орхидея болталась. Вот здесь вот, трогая ствол, ничего нет. То есть шея не сломанная, все нормально, все хорошо, все идет в едином целом.
И я так понимаю, что вообще вот нижняя вот эта часть корневой системы, она, конечно, была в стакане и держалась за счет этого. А весь основной ствол и рост орхидеи находился на поверхности, и за счет вот этих вот корешочков, если бы они проросли в грунт, было бы нормально. Но так как они на поверхности и сцепления у орхидеи с грунтом нет, и поэтому она болталась. Я удалю у нее вот этот вот нижний листик не для того, что он какой-то больной, а просто-напросто для того, чтобы не загубить посадку и чтобы орхидея внутри не болталась. И вот эти вот корни, они уйдут туда вниз, в грунт, и орхидея не будет болтаться, а будет нормально, спокойно сидеть. Удаляю этот нижний лист, и у нее остается 5 листочков на такую корневую систему. Это, в принципе, нормально. Лист можно отделять всяко разно, можно вдоль листа надламывать и снимать. И также убираем и смотрим аккуратненько, чтобы у нас, если есть какие-то корешочки, ничего нигде не повредить. Все, лист у нас убран. Теперь орхидея будет заглублена в посадке. Ну и, конечно же, убираю вот это вот тяжи, которые они абсолютно ни к чему не нужны. Также, ну вот корневой гнили здесь никакой нету. Так, местами там сям можно что-то подубрать. И то вот смотрите, что хотела чикнуть. Здесь нормальный корень, у нее хороший. Обратить ваше внимание хочу. Давайте вот пинцетиком уберем чешуйку, которая здесь была тоже от листа. И посмотрим, что там со стволом. Но не для того, чтобы посмотреть, а для того, чтобы вообще освободить их от чешуйки. Ствол в будущем при проливе, чтобы вода сюда никакая не попадала и не провоцировала орхидею на гнилостные процессы. Вот внимание это хочу ваше обратить на что. Сейчас вот это вот подуберем. Посмотрите, какой у нее стволик. Казалось бы, ай, гнилостный, черный, все. Режем, счищаем, удаляем, отстригаем. Даже вот здесь вот тоже такая, кажется, чернота. Ребят, это в основном у всех. Эти уже вот орхидеи, которые у меня стоят на продаже. Кстати, о чем еще хочу сказать. Вы меня всегда можете найти в социальных сетях для консультации, для покупки орхидеи, сопутствующего товара. В социальных сетях ссылки есть в описании под видео каждого. Теперь я еще стала в каждый комментарий, самый первый, закреплять для того, чтобы вы меня находили. Уже люди некоторые начали наталкиваться на мошенников, которые от моего имени стараются что-то продать. Ну, ребят, вот будьте крайне внимательны, я всегда про это говорю. Ссылки есть в описании под видео. И вот, в общем, вот этот вот черный стволик, это ни в коем случае не гниль, ничего плохого здесь нет. Сами орхидеи с рождения находятся и живут в мху. И вот эта вот чернота, ну, она, так скажем, обугливается, потому что большую часть времени мох постоянно увлажнен садовниками. Это мы стараемся как-то пощадить в плане полива, а там вот прям, ну да, можно сказать, на 100% воду льют. И получается, что ствол, он не гниет, но он вот так вот обугливается, он встает черненьким. И это не заболевание, это никакая не болезнь. Видите, корневая у нее хорошая, там вся нормальная. Так что не старайтесь что-то счищать, что-то убирать. Все здесь хорошо. Но если вдруг вас смущает, можете это место проработать тем же самым неразбавленным фитолавином. Давайте я вам сразу покажу. Мох убрала, оставила только лишь немного. Также фитолавин вы можете приобрести у меня. Немножко сюда наливаю. Фитолавин – это природный антибиотик. Его можно использовать и неразбавленным. Вот видите, у меня вот в этом месте, вот здесь вот, был листик, который мы с вами сняли. Я также не люблю, когда вот эти вот снятая свежая ткань остается без обработки. Я обязательно либо спорбактерином здесь прикрываю, если никаких гнилостных процессов нет, либо также можно вот фитолавином. И пока мы здесь не копаемся, пока все процедуры сделаем, как раз это все подсохнет. Вот если, ребят, прям вас смущает, берите и вот так вот все это дело промазывайте.
И будет вам счастье. Будете вы жить спокойно и знать, что у орхидеи тоже все будет хорошо. Но я обычно так не делаю, потому что листья тоже за каждый раз я не срываю и оставляю так, как есть. Но можно прибегнуть и к такому методу. И вот в этом месте тоже можно вот так примакнуть и затем посушить. Где-то минут 30 и будет достаточно. Весь стволик хорошенечко проработала. И теперь, конечно, уже будет в дальнейшем пересадочка. Дорабатываю корневую систему. Убираю то, что здесь не совсем хорошее, но здесь особо убирать и нечего. И как вы видите, у меня корневая система, она не на 100% освобождена от мха. Я этого не делаю, я орхидеи ни в чем нигде не замачиваю. То есть ее микрофлору, в которой она раньше росла и была, я не смываю, даже под проточной водой. Вот как есть, так и сажаю. Вот здесь вот тоже ряд хороших корешков, активных корешков, которые, дай бог, помогут нам в посадке для наилучшей быстрейшей адаптации. И также вот мы можем здесь у корня замечать, вот видите, такие черненькие как бы вкрапления. Вот они, вот черненькие, вот. Это, ребят, вот я тоже замечала и смотрела, что в основном вот это все происходит, когда садовники их пересаживают, там, допустим, из размера 1,7 в 2,5, из 2,5 в 3,5. И вот посмотрите видео в просторах интернета, как они это кощунственно делают. Они берут орхидеи, вот заворачивают в мох и прям вот так вот силой, прям упором туда начинают давить. И слышен такой хруст у орхидеи, именно корневой системы, что прям страшное дело. И вот это потом все, естественно, мох, влагоемкий компонент. Начинается какая-то грибковость, но, видимо, они благодаря тоже каким-то препаратам все это останавливают. И у орхидейки продолжается дальнейший рост. Ладно, мы это место сейчас замазанное подсушим и переходим к пересадке. Ребят, стволик наш подсох. И, конечно, в первую очередь правильно нужно подобрать кашпо. Ну, я нашла вот такое зелененькое, свое с какое-то старенькое. И оно объемом 1,2. Ни в коем случае большие объемы при основе первых также пересадках и в последующих давать не нужно. Нужно дать по минимуму. Ну, конечно, чтобы и вплетим она здесь не сидела, но и большие ведра также им не нужно. Я изначально думала, что буду усаживать ее по типу закрытой системы, но почему-то, вот прям не знаю, у меня душа лежит к обычной посадке. Вот здесь вот отверстие есть на дне. Закрытая система, конечно, хорошо упрощает уход, но бог его знает. Может быть, ну-ка давайте посмотрим тоже. И вот, конечно, душа так тянется к закрытой системе. И сюда тоже можно посадить это объемом 1,3 литра. Но все-таки нет. Посидела, подумала, погадала. Я сделаю именно в обычное кашпо. Потом, когда уже отсюда израстется, я пересажу закрытую систему, адаптируется. У меня есть также в наличии, ребят, вот такой вот крупный и прекрасный керамзит, который можете приобрести. Я его на дно в качестве дренажного слоя прокладываю. В обычную посадку можно делать, а можно и не делать. Ну, буквально вот так вот 1 сантиметр. И сразу же усаживаю орхидею. Стараюсь также корни ей внутри грунта растопырить по сторонам, чтобы мне ее сделать пониже, заглубить. Аккуратненько туда их укладываю, ну, чтобы они не трещали, не щелкали. Так, в принципе, будет хорошо. Орхидейка вот так сядет. Также досыпаю корой. Сейчас у меня кора, она в основе ляжет под стволик. Это будет хорошо. Здесь даже кокосовые чипсы присутствуют, потому что это у меня перемешанный грунт. Ранее я когда-то делала всякие эти смешанные грунты, потом я перестала так делать. Но все равно этот грунт, он хороший, нормальный. Я, естественно, не могу его никуда выкинуть, никуда деть. И, ребят, я совсем забыла положить ее мох.
Я хотела добавить ее микрофлору в ее новую посадку. Ладно, что ж, теперь не буду я потрошить все заново. Если у вас, конечно, есть время, вы можете это сделать. И сверху завершающим слоем будет у меня уже мокрый мох, потому что его сухой сюда уложить невозможно. Но мох, конечно, он здесь будет функцию выполнять как держатель влаги внутри грунта. То есть она не будет так быстро испаряться, влажность. И все соли от воды, от удобрений, он, конечно же, в первую очередь будет брать на себя. Тоже стараемся уложить так, чтобы не касался сам мох ствола. И вот так, ребята, это у меня получилось. Почему-то вот рисунки на горшке я не всегда замечаю, не стараюсь, чтобы они там красиво. Рисунки для меня это второстепенно. Вот давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Керамзит, кора, мох. Все, мох тоже не касается. И орхидея уже не так сильно болтается в горшке. Конечно, болтается, можно было бы и закрепить ее чем-то, но пока ничем не закрепила. И я вам совсем забыла сказать о том, что и совсем забыла сделать вот какую процедуру. Смотрю, сижу на орхидейку, думаю, почему она грязная? Я же ее не обработала. Сейчас я ватным диском, на котором содержится водка, берете любой спиртосодержащий раствор и протираете листики со всех сторон. Это прям первоочередно изначально должно было идти уже потом пересадка. Но ничего страшного, можно это сделать и сейчас. Обработка от вредителей. Конечно же, прям необходимо. Вот здесь вот у меня в емкости, видите, содержится раствор. Здесь 3 капли аберона на 100 грамм воды. Такой препарат у меня есть в наличии, который вообще спасает мои орхидеи. Сейчас нет ни одного вредителя у моих орхидей. Это лишь только благодаря аберону. И вот эти вот профилактические меры я над новыми орхидеями обязательно провожу. Сейчас спиртом почему протираем? Ну, во-первых, для того, чтобы смахнуть грязь. Если, не дай бог, у ваших орхидей есть, у моих будут какие-то вредители, чтобы тоже их уничтожить. Даже те же яйца взять и собрать. И на чистую листовую пластину также хорошо ложатся растворы. Никакие прилипатели, ничего я не использую. Вот у меня аберон уже на ватном диске. Прилипателей нет, ничего у меня нет, я просто работаю как есть. И без прилипателя аберон работает вообще классно и на ура. Со всех сторон просто протираю абероном. И в конце также можно стволик вот так вот раз с двух сторон его протереть. Это, ребят, необходимо делать, потому что есть такие вредители, которых мы изначально не заметим. Но профилактируя орхидею при покупке, вы либо можете уничтожить их 100%, либо сделать так, что они у вас размножаться не будут. И вот смотрю, орхидея, она все равно у меня заваливается. Корешочки хоть и есть там внутри. Я сделаю ей, наверное, подставку. На первое время я вот прям у ствола закреплю орхидеи опору и установлю ее прямо для того, чтобы она мне здесь не болталась. Сейчас уже, конечно, на глаз, дай бог, в корень не попала. Все. Она у меня теперь не болтается, стоит ровно и спокойно. Ну что, другие орхидеи я пересаживаю вне камеры и показываю вам конечный результат. У меня орхидеи пересаженные, и каждая из них обработана от вредителей. Давайте посмотрим вот на эту орхидею. Мне ее также пришлось закрепить, потому что она была неустойчива от основания. Также было мало корешков, за счет чего она не имеет сцепления с грунтом и начинает вот так вот болтаться. Здесь я посадку маленько видоизменила. Я сюда добавила цеофлору, которая в наличии у меня есть. Можете также приобретать. И в основе я здесь цеофлору положила ближе к верхнему уровню грунта.
как мы знаем, именно что в обычных посадках, что в закрытых системах, в основном начинает просыхать это верхний слой грунта, ниже он уже более увлажненный. И для того, чтобы нормализовать мне влажность внутри самой посадки, я цеофлору сюда положила. Также мох, он будет задерживать влагу. На дне то же самое керамзит, мох и кора. Вот в этой посадке у меня получилось чуть больше орхиаты. Я ее хотела насыпать в этот уровень и в этот уровень. Но пока трясла горшок для того, чтобы грунт он уседался, она у меня цеофлора вся высыпалась практически на дно и лежит теперь вот здесь на дне. Также индикаторы роста, вот они находятся с краю у горшка, мы их видим. Воздушные карманы, они также присутствуют, они обязательно должны быть. Ну и, как я ранее сказала, мох мы используем для азиатских орхидей обязательно. И он также очень хорошо держит влагу внутри посадки, внутри грунта. Вот сюда вместо цеофлоры также можно проложить мох, если у вас нету этого компонента. Ну что ж, ребят, мои дальнейшие действия будут таковыми, что вот эти две орхидеи я могу полить прямо сейчас, потому что у меня все, кроме цеофлоры и верхнего уровня мха, идет сухим. И для того, чтобы орхидейки побыстрее адаптировались, их можно полить сейчас. Можно орхидеи эти полить через 2 дня. Что я буду делать с данной орхидеей? Потому что у меня здесь взаимодействие со стволом было. Мне пришлось немножечко вот так подобрезать ствол, и когда я делаю такие манипуляции, либо корники подгнившие я подрезаю, либо стволики, то я полив осуществляю только строго через 2 дня, для того, чтобы ствол хорошенько просушился. Но изначально также просушиваю 6 часов, и полив не совершаю, чтобы не загноить ни ствол, ни корневую систему. И для таких орхидей также желательно брать именно сухие компоненты. Ну что ж, у меня стандартная посадка, и значит полить будет методом погружения. Берете абсолютно любую емкость, вообще без разницы, и устанавливаете горшок в горшок. В группе в Telegram меня спрашивали о том, какую я использую воду. Ребят, у меня вода из аквариума. Но если у вас нет такой возможности, я ранее брала кипяченую и профильтрованную воду. Кто-то использует отстойную. Но у нас вода, она хлорированная, и поэтому я даже не рискну просто так отстойную воду брать для орхидей. И ранее занималась душеванием, тоже все портилось, все гнило, было все печально. И на данный момент, вот сейчас для этих двух орхидей я буду применять вот такой натуральный антистрессовый препарат. Здесь так и написано антистрессовые, которые содержат натуральные водоросли. Но именно вот, чтобы они не вошли в какой-то глубокий стресс и начали болеть и все остальное. Если бы у меня были какие-то корневые гнили, то, ребят, обязательно необходимо, нужно было бы использовать именно фунгицид. И по отношению к той орхидее я также буду использовать Экофус. Здесь смотрите уже на ваш вкус и цвет. У меня также есть радифара в наличии, который можете приобрести. Экофус можете приобретать. Можете использовать любые антистрессовые препараты, которые есть в вашей аптечке, и добавлять в полив. В первый полив обязательно необходимо добавлять какие-то различные препараты. Экофус разводится 3 мл на 1 литр воды. Ребят, здесь тоже на ваше усмотрение вы можете методом погружения такие орхидейки в обычной стандартной посадке поливать. Можете методом пролива, то есть полностью, чтобы у вас вода стекала куда-то в раковину, либо замочить. Так, я, получается, буду замачивать на 2/3 от самого горшка. Выше мне не нужно, потому что там стволик. И даже дальнейшие поливы, они будут именно вот такими. И если у меня совершается пролив здоровых орхидей, а вот у этих орхидей именно корневая система, она здоровая, то я прям обильно, чтобы все так текло, чтобы все протекало. А если орхидейки какие-то после болезни, либо не внушают доверия, то я стараюсь только увлажнить
Ну так слегка влагоемкие компоненты в виде мха или цеофлоры. Ну и все. Вот так вот, ребята, они сейчас у меня будут стоять. 15 максимально минут им хватит для первого полива. Пока я делаю видеозапись, орхидейка у меня как раз напьются. И следующий полив у орхидей будет ровно тогда, когда я увижу, что грунт просох. В основном я смотрю, когда 2/3 сверху грунта сухая, а на донышке 1/3 мокрого грунта, я уже поливаю. Если половина сверху сухая, половина мокрая, я еще не поливаю. Будем за ними следить. Провожу для себя такой эксперимент, потому что ранее я всегда в основе занималась именно голландскими орхидеями. Сейчас у меня пошли в основе это азиатские орхидеи. И, конечно, для того, чтобы их лучше понять, мне нужно знать для себя, как же в итоге действует. Либо их можно, ну, практически, грубо говоря, сразу же после покупки пересаживать, и ничего им от этого не будет. Либо нужно, опять же, выжидать адаптацию и смотреть, как орхидейки лучше всего приспосабливаются. Просто я для себя вот услышала единожды, и мне вот прям это засело сильно в голову, что орхидеи, когда вот мы получаем, да, там почта всякая разная, это стресс. Да, понятно, это стресс. Потом, когда мы их адаптируем к домашним условиям, наращиваем им корни, и начинается пересадка, это опять стресс. Да. Но вот такие орхидеи, которые адаптированные, они в принципе нормально, хорошо приживаются. И вот именно слышала, что когда орхидеи после транспортировки приходят к нам домой, нужно изначально их пересадить. Потому что у них и так стресс, там плюс еще когда-то вы будете пересаживать вновь стресс, а здесь сразу орхидеи вы после стресса, после транспортировки пересаживаете, тогда они легче переносят этот стресс. И вот именно этот момент мне стал крайне интересным. Я имею такую возможность поэкспериментировать над своими орхидеями. В случае каких-то потерь я не так сильно плачу и печалюсь, я уже большое достаточное количество времени за ними ухаживаю, большое количество у меня пропадало не от того, что я за ними как-то неправильно ухаживаю, а от того, что есть такие заболевания, которых даже мы не в силах как-то вылечить и изменить ситуацию. Что, ребят, давайте пожелаем этим орхидейкам адаптации очень быстрой, хорошей, без каких-либо наисильнейших стрессов. Кстати, про антистрессовые препараты. Сейчас, получается, я им в полив дала. Потом у меня, ну, здесь обычно вот тоже антистрессовые препараты даются раз в 10-14 дней. Но у всех поливы разные. Если у вас полив каждую неделю, то получается, вот считайте, раз в 14 дней, то есть через полив. Потому что именно вот за эти 14 дней орхидея успевает все усваивать, все в себя берет, в сок это все уходит. И через 14 дней, ну, грубо говоря, этого препарата уже нет, и орхидея его поглотила. И поэтому нам опять нужно дать этот препарат, и чтобы побыстрее и лучше она адаптировалась к нашим домашним условиям. Сейчас я орхидейку поставлю вот на эту полочку, на самую верхнюю, где у меня стоят здоровые орхидеи. Насколько вы знаете, в этом видео можете посмотреть, у меня появился здесь стеллаж, ну, оконный, так его назовем. И у меня теперь 3 есть полочки, расположения, куда я их могу поставить. На самом верхнем у меня стоят здоровые, которые, ну, просто адаптируются, либо после пересадки, никаких болезней они не имеют. Обязательно, конечно, освещение, ну и, соответственно, полив. Следующие, так, наверное, но следующие 2 еще полива, итого 3 полива, я буду вот так вот делать именно методом погружения. Ребят, если у вас гнилостные процессы, я говорю сейчас именно про здоровые орхидеи. Если имеются какие-то гнилостные процессы, там и посадка абсолютно другая, и препараты другие, полив абсолютно другой. Вы это все можете у меня посмотреть в плейлистах реанимация орхидеи, полив орхидеи, пересадки орхидеи. Но так как они у меня здоровые, я имею право их погружать. Даже первые вот эти 3 полива на 15 минут. Далее я уже смотрю по ситуации. Если орхидеи, ну это знаете, где-то, грубо говоря, будет месяц. Месяц это показатель того, как орхидея себя повела. Либо она хорошо адаптировалась, либо она, ну вот что-то пошло не так, не дай бог.
И за месяц, если у нее все хорошо, нормально все, она у меня с помощью этих препаратов будет продолжать дальше стоять, и уже антистрессовые препараты я ей давать не буду. Также удобрениями я их сильно не стараюсь пичкать. Даже вот пройдет месяц, там еще месяц, я им вообще ничего не буду добавлять в полив. А далее уже, возможно, ну, дам какие-то стандартные обычные удобрения для орхидеи. А если будет гнилостные процессы, конечно, здесь уже необходимо прибегнуть к фунгицидам. Ну что, ребят, всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Всем пока.